Привет, путешественники! Всем привет! Это новый выпуск Picard Travel Show, а значит, новая пятерка уже на подходе. И мы снова отправляемся в город Паттайя. Ну а по традиции вначале хотим поздравить нашего победителя. Вот его комментарий. Вы выиграли 2 прохода в бизнес-лаунж. Поздравляем! Вы также можете выиграть проходы в бизнес-салон, написав всего лишь комментарий под данным видео. К примеру, отель, который вы бы хотели, чтобы мы посетили. Напишите, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. Я выиграл проходку в этот бизнес-лаунж, чего я вам желаю. Вы также это сможете сделать, просто прокомментируйте видео, посмотрите его, возможно, вам выпадет такой же шанс. Сегодня мы отправимся в такие отели, как BB House Pattaya, Travelodge Pattaya, это Grand Day Night, Le Bouche и Naris Art Hotel. Ну что, погнали. И мы отправляемся в BB House Pattaya отель. Ну что, это такой хороший набережный, так сказать, отель, находится на первой береговой линии, небольшой, несколько корпусов есть, довольно приятненько, особенно те номера, которые выходят на море. Их не так много, но они есть. Локация плюс это район Джамтен на первой береговой линии, рядом достаточное количество кафе, ресторанов, можно пешком до ночного рынка дойти, до Джамтен Night Market. Точно так же и до русского рынка можно пешком дойти, И в до другую русского сторону. рынка можно пешком дойти, и тук-туки рядом. В принципе, очень выигрышное расположение в этом плане. Есть бассейн, спортзала нет, завтраков нет, но номера довольно комфортные. Единственное, там темновато. И вот эта темнота, она иногда скрывает какие-то недостатки косметические. Ну да, есть нюансы по ремонту, где-то трещины, где-то какая-то плесень, где-то запах есть посторонний. Но не во всех номерах, поскольку несколько номеров прошел, да, есть, но не везде. Где попроще, там похуже, где получше, там получше. В зависимости от категории номера. Есть кофе, чай на ресепшн, то есть можете круглосуточно подходить, наливать, пить. В номере нету ни чайника, ни кофе, ни сахара, ни чая. Соответственно, все приходится спускаться вниз. Нету лифта, так что если вам тяжело подниматься по лестницам, то это не очень хороший отель. Хотя можно взять номера у бассейна, но рассчитывайте, что детей, по крайней мере, в наш приезд было много. Это шум, крик, прям у бассейн будет у ваших окон. И причем номера, которые у бассейна, они такие небольшие. То есть, если вы не планируете проводить все время в отеле, тогда да, окей. Если планируете, то это будут прям тесненные такие условия. Также минус, наверное, то, что на набережной это шум, крик, гам. Постоянно круглосуточно, вечером там танцы, может быть шумно. И от байкеров, которые любят погонять, а байкеры тут почти каждый первый. Ну, хорошо, хоть не каждый первый гоняет, но шумновато может быть. Я бы здесь 7 поставил, снижу в целом за отель. У нас был случай, что под утро перестал работать кондиционер, и когда пришел мастер, там оказалась глыба льда внутри кондиционера намороженная. Ну, я с тобой не соглашусь, это такой единичный случай, когда, кондиционеры бывает ломаются. У нас в других отелях также ломалось, и налить была такая же. Нет, я соглашусь, в принципе, комфортно, но когда за окном 36 градусов и в номере по 30... Подожди, так сломался кондиционер, попроси переселят. Нас переселили, хотя оставалось там 2 часа до выезда. Это, конечно, это большой плюс, что идут навстречу и переселяют. А тогда снижает должен быть. оценку. Ну, в том плане, что сломался кондиционер, бывает такое, да. Так бывает, и ты из-за этого снижаешь оценку? Да, я за этого снижаю оценку. Такого быть не должно, потому что он начал капать. Там, видимо, образовалась вот эта вот вода излишняя, куда не вытекала в трубу. Конденсат, да. И в итоге эта ситуация привела к тому, что пришлось переезжать. Ну, я не соглашусь. Здесь 8 можно поставить смело. Хороший, в принципе, отель, хорошее месторасположение, хорошие, неплохие, так сказать, номера. За ту цену, которую мы сняли, это сейчас не сезон, и за там $23 это прям отлично. Ну окей. И мы перемещаемся в Travelodge Pattaya. Это сетевой отель, мы уже жили в нем в Сингапуре, было довольно комфортно, и здесь мы его тоже протестировали. Номера довольно компактные, но все эргономично, то есть и туалет, и ванна очень удобные, внутри стоит большой шкаф, и номер, несмотря на то, что он маленький, все очень комфортно расположено. Это как в Сингапуре, прям один в один номера
крохотная. Не были еще в Малайзии, хотя уже запланировали этот отель. Посмотрим, насколько в разных странах отличаются категории, так сказать, номеров. Здесь категорий особых-то и нету. Даже если у вас там втроем номера, то по площади он почти такой же. Номера реально очень маленькие, и за эти деньги можно найти поинтереснее, по крайней мере, попросторнее номер. По завтракам сходил, посмотрел, я бы не сказал, что что-то вот прям вау, круто. Но, в принципе, за свой бюджет, там, за $32 примерно, хорошо, нормально. То есть, если с завтраком это была бы цена, это прям вообще отлично. Есть спортзал, бассейн на крыше, прекрасный вид и расположение тоже прям в самом центре города, не на первой линии, ближе ко второй. И довольно тихо было, кстати, вот в этой локации, что я заметил. Не было вообще никакого шума. По крайней мере, у нас окна выходили во внутренний дворик. Было очень комфортно. Нам еще повезло, поскольку были выходные, там рядышком стройка начинается, попозже-то будет и шумновато. Кстати, на крыше тоже, где ресторан, ведется ремонт, они обновляют, и это очень-очень хорошо. Так что к сезону, к новому они будут готовы. И неплохая локация, если вы будете кататься на Калан. Сколько ставишь? Я 9 поставлю этому отелю. Здесь вот из того, что было, прям вот все есть. Все комфортно, мне очень понравилось. Я не поставлю 9, потому что, это мало места здесь. Да, все чистенько, все хорошо, но за такие деньги по площади, довольно мало. Я здесь поставлю 7. У нас даже в прошлом выпуске были номера дешевле и по площади больше. По локации по той же самой. Да, есть бассейн, да, есть спортзал, но мне кажется, я 8 поставлю, не больше. То есть хорошо, но маленькие номера. Перемещаемся в The Grande Night. Отель расположен в центре индусского квартала, за торговым центром Туком. Довольно удачная у него локация для тех, кто хочет поизучать как раз эту часть города. Также в пешей доступности находится Walking Street, и оттуда можно до пирса набраться и уехать на остров Кала. Да, в общем, также рядышком тук-туки, что на Джемтен, что и в центре Падая. Большие просторные номера. Кондер работает прям хорошо. Здесь был кондиционер новый, и был еще косметический ремонт сделан. В принципе, все было довольно чисто и цивильно. Да, за отелем следят. По завтраку разнообразия не особо. Завтрак разница получается $5 на двоих, поэтому за $2,5 отлично. Но насколько он вам нужен будет? Да, кофе попить, но кофе будет такой растворимый. Рис поесть, 3 вида разных. Может быть, омлет. Да, может окей. За $5, в принципе, нормально. Хорошо. И насколько ты его оценишь? Бассейна там нету ничего. А там ни бассейна, ни спортзала нету. Я, наверное, оценю в зависимости от того, что там было и за какой бюджет, и 8 я бы поставил. Остановился бы еще, если будет возможность по такой же цене, то почему бы да. В принципе, неплохой отель, чисто за ним следят, все подкрашивают. 30 квадратов номер, прям хорошо. Я здесь тоже, наверное, 8 поставлю. В принципе, то, что было, да, все довольно комфортно. Напоминаем, что все отели мы бронируем через наше приложение. Вот ссылочка на Android, скачивайте. А если у вас iPhone, то вы можете забронировать отели и билеты на нашем сайте flight.picardtravel.com. Мы перемещаемся в отель Le Bouge. Очень такой неоднозначный отель, много негативных отзывов на него было, и мы в том числе поэтому решили протестировать этот отель. Несколько моментов здесь. Отель находится рядом с предыдущим отелем The Grande Night в индусском квартале. Сделан он в таком арабском стиле, довольно интересно. Первое, что встретил, это какой-то такой, не то что неприятный, странный запах был в номере. Вроде и не плесень, но как будто очень сильно напшикали каким-то ароматом. Этот аромат все время был в комнате, особенно когда выходишь, заходишь. Он не выветривался, то есть балкон открывали, проветривали, не получилось. В целом отель неплохой, завтраков здесь нету. Есть бассейн, спортзала нет, бассейн небольшой, рядом есть бар, но бар тоже не работает, народу не так много в отеле. Есть номера разной категории, но особо так уж не отличается. И единственная и большая проблема, мне кажется, это шумоизоляция. Я пошел в соседний номер снимать,
включил телевизор для картинки, Влад был в соседнем номере, говорит, как будто бы в нашем номере включили телевизор. Так и есть, прям слышно было, как будто телевизор я смотрел в нашем номере. Так что шумоизоляция проблема, но нам повезло, отель был не заполнен, и в соседнем номере никого не было, так что мы спали хорошо. Также при заезде встретили русского туриста, который также сказал, что шумоизоляция здесь никакая, и он меняет отель в связи с этой проблемой. Кому-то везет, кому-то не везет. Одну ночь жили, в принципе, нам нормально было. Протестировали его, и здесь бы я бы, наверное, 7 бы поставил этому отелю. За $16, которые мы заплатили за отель, прям, я считаю, идеальное соотношение цена-качество. Но да, может быть проблема с шумоизоляцией. Здесь еще проблема с интернетом была. Опять же, благодаря нашему усилителю сигнала интернет был нормальный. Я поставлю здесь, наверное, 7. Я здесь тоже на 7 остановлюсь, наверное, я бы вот не вернулся, потому что есть гораздо приятнее отели и номера за такую цену. Да, согласен. И завершаем на сегодня выпуск Нарис Арт Отель. Ну, реально, это арт-отель. Здесь нас встречают картины, а рядом галерея. К сожалению, галерея была закрыта, поскольку праздники, и туда не попасть. А так прям сидят, рисуют. Прям хороший отельчик. Мы очень часто мимо него проходили и что-то как-то не смотрели его. А тут, благодаря не сезону, хорошие прайсы за те же самые $16. А чё бы, да. Сняли отель, посмотрели. Реально хороший отель, приятные номера, 24 квадрата и больше. У нас был номер с видом на центр, на море, на Буду почти что. Прям хорошая панорама, и мне прям понравился. Мы даже продлили на второй день. Был хороший интернет, 270 мегабит. Это прям очень хорошо, что и на загрузку, что и на отдачу, поэтому довольно прикольно. Лайк за это ставим. И мы даже этот номер продлили на второй день, потому что реально хороший номер был. Единственное, может быть, шумоизоляция пострадала. Была прям гроза, гром, молния, сверкала, прям такая буря. Но в целом неплохо. Были проезжающие тоже какие-то машины с музыкой, мотобайки, но их не так много, хотя улица довольно центральная, да. Давно был, на самом деле, вот я очень крепко сплю, ничего не слышу, а здесь вечером прям очень хорошо все было слышно, какой-то однокамерный, очень тонкий стеклопакет, и у нас окна выходили на Топраю, это довольно оживленная улица, которая соединяет центральную и Джамтьян. Здесь бы я вот за это балл бы снизил бы точно. Ну, ты же смотри, какой номер, ты же можешь во двор жить, пожалуйста. Да. То есть выбор есть всегда, есть номера с выходом, я так понимаю, на бассейн за свои деньги, прям отлично. Мне понравилось. Да, нюанс может быть только с шумоизоляцией, а так все прям отлично. На первом этаже есть кафе, где также организуют завтраки, но не от отеля, а самостоятельно можете поесть, заказать себе что-то. В принципе, по цене нормально. Ну что, давай перейдем к нашему рейтингу. Ты оцени сначала отель. Сколько ставишь? Ну, здесь бы я поставил бы 8 бы. Снижу балл за шумоизоляцию. Я тоже 8 поставлю, может было бы побольше, если вот шумоизоляция что-то решат, тут окна просто поменять, двухкамерные поставить, и будет отлично, либо что-то еще придумать. А так реально хорошо, просторненько и замечательно. Продолжаем и переходим к нашему топ-5 отелей. Ну что, с чего начинаешь? А я начну с Travelodge Pattaya. Дальше я перейду в анализ арт-отеля. Это он у меня будет на 2-м месте. На 3-м месте у меня будет BB House Pattaya. Потом у меня будет идти The Grande Night и завершу Le Bouche. Я сделаю по-другому. Я BB House поставлю на 1-е место, потому что это первая береговая линия. В зависимости от номера вы будете жить в разных там номерах, где-то у бассейна, либо просто на море, либо внутренний такой дворик. И плюс локация хорошая. Дальше я бы, наверное, поставил Нарис Арт, потому что неплохой отель. Оцениваю не только качество, но и цену также. Поэтому я всегда учитываю эти все факторы, когда оцениваю. Поэтому здесь Нарис будет на 2-м месте. Хороший отель, хороший номер, хорошая локация. Удобно, что тук-тук у вас прям под окнами, можно сказать, ходит. Или доехали либо в центр, либо на Джамтьян, довольно приятно. Затем, наверное, Travelodge, потому что маленькие номера, были бы побольше, было бы получше. На
на последние 2 места, в принципе, без разницы, как распределять. Хотя нет, наверное, The Grand Day Night я поставлю выше, на 4-м, потому что нормальный отель, хорошие номера просторные, плюс есть интернет, который работал, кондиционер нормально. И вот на последний Лебуш, потому что проблема с интернетом, с шумоизоляцией. В принципе, вот на этом, наверное, я и остановлюсь и закончу свой топ-5. А мы перемещаемся к нашей недельке. Ну, начну я, конечно, с моря. Это Биби Хаус на первой линии, Travelodge в центральную Паттайю, там бы отдохнул. Затем я переместился в The Grand Day Night, потом Лебуш и завершил на Resort Отель. Ну, я соглашусь. Можно по-разному комбинировать. Да, особой роли как-то не играет. В принципе, любое распределение будет нормально. Они, в принципе, все равнозначные. У кого-то плюс по локации, у кого-то плюс там по тишине, по бассейнам и так далее. В принципе, разницы особо нету. Здесь можно вот прям в ряд через запятую составить на первое место и будет хорошо. Напоминаю, что все отели мы бронируем по ссылке в описании через приложение Picard Travel на Android. Вот QR-код скачиваете. А также заходите на наш сайт picardtravel.com, поисковый, так сказать, агрегатор slide.picardtravel.com. Там авиабилеты, отели. Можете подобрать что-то себе интересное. Также можно оплатить российской картой. А в нашем телеграм-канале вы найдете интересные предложения по авиабилетам, экскурсиям и отелям. Ну и не забывайте, если вы часто путешествуете или не очень часто путешествуете, вы можете стать нашим агентом, снимать специально для нас видеообзоры. Мы их смонтируем, выложим, опубликуем, и вы получаете вознаграждение. Подробности по ссылочке смотрите. И я думаю, многим понравится, поскольку мы уже находим своих первых агентов, которые снимают для нас обзоры. Я думаю, вам тоже понравится, и вы тоже станете нашим агентом. Подробности по ссылке в описании. А сегодня мы записывали этот выпуск в Интерконтинентале. Здесь мы пожили целые сутки по интересной цене. И как мы пожили здесь, вы увидите совсем скоро в новом нашем обзоре. Смотрите уже на следующей неделе. Ну что, до скорых встреч. Пока-пока. Пока.